Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименко. И в этом видео я предлагаю разобрать вам удивительные технологии древних строителей. Потому что зло, она же неизвестность, кроется в деталях. Вот я и предлагаю углубиться в детали и посмотреть, какими же уникальными технологиями обладали древние строители всего лишь 1000 лет назад. Потому что наука пытается нас убедить, что раньше человечество фактически не развивалось, изобретений было мало, технологии примитивные, там палка-копалка, да и все. И только в 19 веке произошел какой-то технический рывок, человечество проснулось, и на основании этой технической революции мы сейчас фактически и живем. Я же хочу показать, что никаких линейных процессов в природе и в жизни общества не бывает, что все, что мы видим, это повторение того, что уже было, причем в еще худшем варианте, даже может быть так. Поэтому я и предлагаю рассмотреть технологии древних строителей на уникальной монолитной статуе, которая расположена в Индии. Из-за того, что на ней были применены уникальные технологии, мы их разберем и увидим, что эти технологии превышали даже наши сегодняшние. Хотя этой статуе всего лишь 1000 лет. Друзья, вы помните тот наглядный пример с кровью, как синтезит буквально за час разгруппировал эритроциты, восстанавливая нормальный процесс переноса кислорода. У меня возникает вопрос, что именно происходит на клеточном уровне, чтобы дать такой быстрый системный эффект. Ответ пришел из авторитетной международной лаборатории MacroLife Biotech Германия. Они провели исследования не на крови, а на генах наших иммунных клеток. Как оказалось, синтезит включает гены защиты сосудов от окислительного стресса, который повреждает стенки сосудов и ведет к атеросклерозу, переключает иммунитет на восстановление, усиливает гены, которые гасят хроническое воспаление, ту самую тихую угрозу для сердца и мозга. Клетки начинают работать в режиме ремонта, а не атаки. Влияет это все на гены долголетия. Это объясняет, почему эффект на кровь не случайность, а следствие глубокой клеточной регуляции. Эта статуя называется статуя Гометашвара, самая высокая в мире монолитная статуя. Возвышается на холме одного из главнейших мест паломничества джайнов. Воздвигли ее, по официальным данным, в 1981 году. Она посвящена как бы Бахубали, или вот тот же персонаж, который называют Гометашвари, персонажу из мифов, который олицетворяет аскетизм и ненасилие. Как вы видите, статуя действительно гигантская, она присутствует и раньше на фотографиях, то есть она не новая, мягко говоря, хоть выглядит как идеально новая, ей действительно 1000 лет. Кстати, Бахубали, буквально могучерукий, это персонаж джайнистской мифологии, герой нескольких притч. Он как раз олицетворяет в этих притчах ненасилие, аскетизм, потому что он сначала боролся там со своими недругами, а потом перестал, как бы отказался от насилия и ушел в аскетизм, поэтому он подолгу стоял в определенных местах, поэтому его и изобразили, как бы, которого его оплетают ветви деревьев, растений каких-то, потому что он подолгу стоял, как бы не совершал никаких ненасильственных, неплохих действий, за что ему и поклоняются, как бы. Но мы увидим, что все эти культы поклонения, они не случайны, а просто это технологии древних строителей. Согласно, опять же, данным имеющимся, скульптор Аристинеми вырезал из цельного куска гранита, а вес самой статуи 1000 тонн. То есть цельный кусок гранита должен быть до 2000 тонн, чтобы вы понимали. И получилась статуя высотой до 18 метров, то есть выше 17, но ниже 18, и шириной до 12 метров. И поскольку она стоит на холме, она видна с расстояния до 30 километров. То есть фактически это может быть ориентир не только для путешественников, которые путешествуют по земле, но и для тех, кто может летать. Как бы ориентир для путешествия дальше. Самым удивительным является тот факт, что статуя от бедер вверх не имеет никакой дополнительной поддержки. При этом она не поломалась до сих пор, хотя прошла уже 1000 лет. И как вы видите, находится фактически в идеальном состоянии. И стоит в центре храма на высоком холме. Если присмотреться, то сама статуя прорисована идеально. То есть видны мельчайшие анатомические подробности. Виден даже шрам сделан, который получил этот герой в одной из битв.
То есть все прорисовано до деталей, хотя высота статуи, повторяю, до 18 метров, а вес 1000 тонн. И, то есть это идеальная прорисовка, кстати, симметрия полная, что характерно не только для индийских статуй того времени, но и для египетских статуй, о чем говорит о гармоничном развитии людей прошлого, между прочим, это не просто так. То есть и прорисовка идеальна, все сделано идеально, хотя статуе уже больше 1000 лет. И выглядит она идеально. И детали мельчайшие. Мы видим мельчайшие детали, все до деталей в мельчайшем исполнении. Хотя, как вы видите, масштаб гигантский. Но возникает вопрос, а почему она в таком идеальном состоянии? Может, ее там не 1000 лет назад возвели, грубо говоря, а 100 лет назад? Не совсем так. Древние строители знали методы сохранения статуи в первозданном виде. И это было перерождено в один из ритуалов, когда статую обрабатывают антикоррозийным составом. Так, поэтому это выродилось то, что ее раз в 12 лет поливают различными веществами. И из-за этого статуя выглядит идеально. То есть это как бы жертвоприношение своему, можно сказать, богу. И они обрабатывают эту статую, как и завещали изначально строители. И получается, статуя выглядит идеально. То есть это обряд проходит раз в 12 лет. Предыдущий был в 2018, следующий в 2030 году. И раз в 12 лет антикоррозийная обработка статуи позволяет ей представляться нам в идеальном состоянии даже через 1000 лет. То есть каждые 12 лет на вершину холма поднимаются паломники. Они участвуют в этой церемонии жертвоприношения, как бы. Во время нее на статую из 1008 сосудов выливают воду, затем купают статую в молоке, соки сахарного тростника, паста из цветков шафрана. То есть церемония проходит в нескольких этапах, а завершает ее подношение серебра и золота к ногам статуи. Но, как оказалось, изучение вот этого состава, которым обрабатывают статую, показало, что это идеальный антикоррозийный состав для обработки гранита. То есть если современная наука сможет его повторить в более как бы простом варианте, то статуя как и дальше будет в идеальном состоянии, хотя и больше 12 лет. Вот как технологические действия перерастают в культ. Тоже очень интересно, что как бы считается это жертвоприношение, на самом деле верующие обрабатывают статую, чтобы она была в идеальном состоянии. Вы видели, она стоит над храмом, то есть открыта ветрами, то есть она стоит на холме, который высотой 130 метров еще. А о том, что это действительно влияет на антикоррозийный состав, мы видим на ногах статуи, которая коррозия подвержена. Почему? Потому что тот состав, который идет сверху, он как бы обходит эти части статуи, поэтому на них уже видно, что началась коррозия. А то, что постоянно обрабатывается антикоррозийным составом основным, они как бы части статуи не подвержены коррозии. Поэтому, если бы верующие понимали это, может, они ноги были нормально обрабатывали, и статуя вообще была вечна, мягко говоря. То есть понимание процессов, не просто слепое следование каким-то инструкциям, приводит к тому, что и памятник сохраняется в идеальном состоянии 1000 лет, и понимая это, можно воссоздать и в нашем современном мире применять то, что знали древние. Ну хорошо, мы видим колоссальный масштаб статуи для архитекторов 1000 лет назад ее сделавших. Мы видим, что они знали прекрасно, как ее обрабатывать. Мы видим прекрасно, что они знали, как ее сохранять. Но где нам найти подсказки, как сделана сама статуя? Оказывается, эти подсказки стоят рядом. Рядом с гигантской статуей стоят статуи поменьше, обычных людей. Но, если присмотреться, эти как бы статуи обычного роста, они держат в руках какие-то особые инструменты. Что-то похожее на шишки или что-то похожее на определенные инструменты для обработки камня. Причем эти статуи всего там 3. Вот еще одна статуя. То есть и все они показывают, что они держат в руках инструменты, которые, вот обратите внимание справа, это современный инструмент скульпторов для обработки как раз гранита. Соответственно, он электрический, это съемные насадочки, вот они и держат статую их отдельно. То есть одну насадку насадил, вот и обрабатываешь гранит. Она стерлась, опять ее заменил, и опять пошла обработка гранита. То есть это современный инструмент. Здесь же они фактически изображены статуи в реальную высоту, как раз в реальных размерах, и они держат сменные насадки, и те инструменты, которые позволяли им обрабатывать 2000 из 2000 тонн гранита, сделать 1000-тонную статую.
То есть инструменты современных скульпторов изображены на изображениях, которым 1000 лет. Причем, как вы видите, масштаб большой для обработки как бы больших объемов породы. Того же гранита. И подобные инструменты есть и в других храмовых комплексах. Фактически нам показывают подсказку, как же это все строилось. То есть, как обрабатывался гранит. Гранит обрабатывался фактически современными электрическими инструментами, что пользуются и сегодняшние скульпторы. Но, опять же, мы можем увидеть образ шишки. Шишка — это не только шишковидная железа. То есть, дружишь с головой, можешь строить уникальные сооружения. Но, когда человек дружит сам с собственной головой, у него работает шишковидная железа нормально, то он, соответственно, может использовать и свои умственные способности для создания шедевров. То есть, для обработки камня, то есть, и, соответственно, для обработки больших массивов камня. А то, что это присутствует по всему миру, говорит, что люди прошлого не просто дружили со своей головой, но использовали уникальные технологии, изобретая их, применяя и распространяя по всему миру. Потому что образ шишки или фактически определенного инструмента для обработки гранита и других видов камня, он присутствует по всему миру. Еще один момент. Статуя сделана из гранита. Находится на вершине 130-метрового холма. Видна издалека, но не на самом холме, ни вокруг него не присутствует гранита. То есть, для того, чтобы сделать статую, она была сделана где-то, не так уж близко возле этого холма. И был использован кусок минимум 2000 тонн гранита. Его обработали до 1000 тонн, до готового инструмента. И уже потом привезли на этот холм. Вы понимаете, в чем суть детали? Потому что 2000 тонн гранита нет смысла тащить на этот холм. Потом еще 1000 тонн надо будет убирать. Здесь нет никаких следов гранитной крошки. То есть, и как вы видите, холм очень крутой, вот только небольшие лестницы есть. Если бы такая задача стала бы в нашем современном мире, ну ее мы практически ее не решили. Закинуть даже 1000-тонную статую на высоту 130-метрового холма, ну это просто нереально для современных технологий. Там, наверное, бы пришлось построить 2-3 ветки железной дороги, чтобы хоть как-то эту статую транспортировать. И то это под большим-большим сомнением. То есть даже для нашей цивилизации такая задача практически неисполнима. Для цивилизации, которая жила же 1000 лет назад, является фактически ведической, потому что в Индии сохранились данные только ведической цивилизации. Эта задача была вполне нормальная. Найти глыбу гранита где-то в 2000 тонн, обработать ее до 1000 тонн и переместить на большие расстояния, на большую высоту, без особых проблем, не строя каких-то особых дорог, потому что здесь никаких дорог не сохранилось. То есть небольшие крутые лестницы, по которым и простому человеку трудно подняться. То есть вот они, эти лесенки обычные, ничего, никаких дорог, как бы можно было привезти 1000 тонн гранита, уже готово, и возвести ее на самом верху. А 1000 лет назад это было без проблем. Ну а как это без проблем? Опять же, в том же храме существует еще одна статуя. Вот она показывает, что эта статуя держит какой-то цилиндр из 2 частей состоящий, но он не просто держит в руках, он как бы висит у нее в руках. То есть фактически похоже на магнитную левитацию. То, что мы видим и в современном мире. Видите, 2 части как бы этого цилиндра разъединили, вот она магнитная левитация. То есть вот один, ее бац, соединили, левитации нет. То есть это очень похоже на подсказку нам о том, как статуя доставилась на высоту 130-метрового холма. Мы же только о магнитной левитации только начинаем узнавать. И то это мельчайшие какие-то объекты, без особого веса. Древние же без проблем справлялись с весом в 1000 тонн. Вообще без проблем, потому что нет никаких особых описаний, как они там проблемы эти решали. То есть взяли, обработали и доставили. А вы спросите, а как? Ну, в Индии много информации и про летающие города из легенд. То есть может использовать какие-то летающие механизмы, которые как раз работают на магнитных принципах. Вот они позволяли перемещать даже такого размера статуи туда, куда вам нужно. Опять же, при помощи магнитной левитации. Все ссылки на материал будут, как всегда, в описании. Перейдите, познакомьтесь. Плюс некоторые исследователи считают, что эта статуя, она вписывается в целую систему как бы ориентиров по миру.
что здесь присутствует много интересных технологий обработки камня, колонны специфические. И сама статуя является навигационным ориентиром. То есть еще одно доказательство того, что еще 1000 лет назад у людей существовали летающие механизмы, причем на магнитном принципе. Ну, поэтому предлагаю сделать выводы. Опять же, рассмотрев детали этой статуи, мы можем сказать следующее. Что современная наука пытается убедить нас в том, что раньше в историческом прошлом не было развитых технологий на Земле. И только промышленная революция 19 века позволила человечеству совершить технологический рывок. Так это или нет, мы с вами как раз и выяснили, углубившись в детали творений прошлых цивилизаций, так как зло, это в образе неизвестности, кроется в деталях. То есть неизвестность кроется в деталях. И понимание этих деталей позволяет нам выяснить реальный технологический уровень прошлых цивилизаций. Поэтому мы с вами и рассмотрели такое произведение прошлой цивилизации, как статую Бахубали. То есть самая высокая в мире монолитная статуя, которую воздвигли в 981 году-то всего лишь. То есть Бахубали переводится как могучерукий. То есть он герой джайнистской мифологии, он герой нескольких притч, является олицетворением ненасилия и аскетизма. То есть считается, что скульптор Аристенеми вырезал из цельного куска гранита весом более 2000 тонн статую Бахубали. Ее вес выше 1000 тонн, высота статуи до 18 метров, ширина до 12 метров. И поскольку она стоит на холме 130 метров высотой, она видна с расстояния до 30 километров, то есть очень хороший ориентир. Самым удивительным является тот факт, что статуя от бедер вверх не имеет никакой дополнительной поддержки. Статуя идеально симметрична, что характерно и для египетских статуй, и вообще для людей прошлого. То есть гармоничное развитие обоих частей организма. И содержит все анатомические подробности строения Бахубали, в том числе и шрам, полученный им в легендарных сражениях, то есть высокое качество обработки и детализации. Подсказки, как такой шедевр из гранита могли сделать скульпторы, жившие более 1000 лет назад, находятся в самом храме, где стоят статуи, а именно 3 статуи ростом современного человека, которые держат в руках электроинструменты, полностью похожие на те, что мы используем в современном мире для обработки гранита, ну типа шишки. Плюс 4-я статуя показывает нам устройство, парящее в воздухе, что может быть подсказкой, как 1000-тонная монолитная гранитная статуя попала на вершину холма высотой 130 метров. Так как на самом холме и в его окрестностях месторождений гранита, из которого сделана статуя, просто нет. А это говорит о том, что статуя была доставлена в готовом виде на холм, что возможно только при хорошем знании метода магнитной левитации больших объектов. После 1000 лет статуя находится в идеальном состоянии, так как каждые 12 лет на вершину холма поднимаются паломники, чтобы поучаствовать в церемонии жертвоприношения этой статуи. Во время нее на статую из 1008 сосудов выливают воду, затем купают статую в молоке, соки сахарного тростника, пасты цветков шафрана и так далее. Церемония проходит несколько этапов, а завершает ее подношение серебра и золота к ногам статуи. Следующая церемония состоится в 2030 году. Именно эта церемония позволяет статуе находиться в идеальном первозданном состоянии, так как сами составляющие, которые верующие выливают на статую в ходе церемонии, представляют собой идеальный антикоррозийный состав. Все это позволяет нам сделать вывод, что ведическая цивилизация, существовавшая еще 1000 лет назад, обладала знаниями большими, чем мы сейчас, и что это можно отнести не только к методам обработки и сохранности гранита, но и к металлургии, магнитной левитации и многому-многому другому. Все ссылки на использованные материалы будут в описании под видео. Может, я еще что-то добавлю туда. И помните, повторение мать учения, нужно посмотрите видео еще один раз и поделитесь с ним с друзьями. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон.
Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи, и один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.